Всем здорово. В общем, мне нужно кое в чем вам признаться. Мне даже сейчас об этом очень тяжело говорить, потому что быть новатором, делиться опытом, обучать, вести свое закрытое сообщество, которому, кстати, будет вот летом уже 2 года, проводить созвоны, проводить свои какие-то личные менторки, проводить свои групповые менторки. И это, в принципе, называлось таким одним из моих премиальных продуктов. Я получал от этого очень много удовольствия, и следствие это очень, скажем, привело меня, повторюсь, в режим стагнации. Это меня привело к очень большому такому эмоциональному выгоранию, потому что мне хотелось, чтобы условно все, кто приходил на эту программу, получались сделать результаты. Получалось, например, прийти к какой-то точке Б, и много таких факторов. Из этого я очень сильно выкладывался, при этом достигать своих целей и при этом держать марку. Не просто, чем легко. Также мне хочется показать кошелек, но я его не буду полностью показывать, где я управлял большим капиталом, с которого могло было бы получиться $2 миллиона где-то чистой прибыли по некоторым токенам, потому что все это меня в итоге привело в какой-то режим стагнации. И с октября по октябрь 2025 года мне хотелось дважды покончить со своей жизнью. Вообще, в принципе, все вот это вот я хотел снять еще в Испании, хотел типа сделать оттуда такой полноценный влог, но не получилось, потому что мы сначала типа приехали, я вроде бы достал камеру, начал все снимать, но потом я понял, что в принципе мы не успеваем сделать какие-то свои задачи. Там надо было нам некоторые банки попасть до 2 часов дня. После этого еще через час, где-то даже 40 минут начался, в общем, очень сильный дождь. И я бы просто это все не смог снять. А еще у меня такой штатив, который не очень удобный. Из-за того, что он не очень удобный, то просто бы испанцы условно бы спиздили мой телефон. Поэтому влог из Испании не будет. То, что чуть-чуть я там фрагменты какие-то отснял, я сейчас их сюда добавлю, типа чисто для такого вайба. И мы сразу перейдем к самому интересному. Ну что, как вам Испания, дорогой? 5-й раз как дома. А Купаса уже видел? Что? А Купаса уже видел? А купасов нет. Вон, покажи, вон лежит Акупас. Короче, мы сейчас кушаем в Ярославом центре такой вот супчик и авокадо-тостик. На улице очень даже симпатично. Девочки, Сефора рядом. Куда ты меня ведешь? Для всех новичков, кто смотрит меня впервые, кто я такой? Я торгую мемы еще с 2024 года, с того периода до того, как они стали прям супер хайповые. И у меня также были первые кейсы еще в 2024 году, до того, как мемы стали очень популярны, еще в то время с меня смеялись. Я сейчас еще продолжаю торговать разные другие умные идеи по своим там стратежкам. Не скажу, что это какой-то определенный стиль. У меня есть свое закрытое сообщество по трейдингу мемкоинов, которому вот летом уже будет исполняться 2 года, с полным обучением, с уроками, со стримами, со всем. И сейчас я параллельно создал, качаю и продвигаю свой продукт Радар 15. Это сигнальный терминал для полимаркета, для торговли 15-минутных рынков биткоинов, который уже имеет винрейт 75% стороны. То есть, если вы будете какую-то сторону открывать up или down и работать до конца, то у вас уже будет 75% в побед, то есть у него уже внутри заложено материальное позитивное ожидание. Ну, в общем, пора вам рассказать, как я управлял $700 тысяч инвесторских. Если просто-напросто, то это взорвало мне бошку в позитивном смысле этого слова. Потому что когда я, в принципе, начал вести свой телеграм-канал, а там было 28 подписчиков, у меня не было никаких вводных данных, у меня не было никакого вообще комьюнити. Я все, что знал, это просто отправить, там, принять USDT и как закрыть и открыть какую-то фьючерсную позицию, все остальное вообще полный ноль. Я начал вести свой ТГ, там было 28 подписчиков, и это все случилось в 2024 году, еще до того, как начался вот этот бум искусственного интеллекта в мемкоинах, когда все начали об этом говорить. Я начал вести свой канал, когда еще были условно первые пресейлы, и начал я торговать мемы с $200, и через время это, в общем, привело к тому, что я вырос до 1000 подписчиков на органике, сейчас уже 1700, и я управлял $700 тысяч инвесторских,
мы торговали, я полностью мониторил этот кошелек, я полностью мониторил все торговые позиции, все были мои, скажем, торговые идеи, мы их полностью реализовывали, это были и фьючи, это была просто покупка различного рода токенов и так далее. И был еще партнерство с Encrypted, с которым в итоге я не очень-то остался доволен. Ну и давай теперь разберем этот кейс, где я управлял 700 тысяч баксов инвесторских. Во-первых, это был токен Jelly Jelly. Во-вторых, мы его купили, когда он еще только зарождался, но я ждал лучшую точку входа для, скажем, лучших аргументов. Третий такой момент, я разглядел листинги Binance, листинги на Bybit, фьючерсного контракта. Четвертый такой классный аргумент. Я хотел закрыть большую часть позиций в тот день, когда хотели ликвидировать Hyperliquid. 2 раза наша позиция была в минус там 80, даже почти в минус 90, просто из-за того, что нас высаживали. Один из дней этот мем Jelly Jelly касался 8 миллионов, потом делал отскок, потом второй раз где-то вроде бы через сутки он делал еще раз 8. И с того момента, когда его второй раз уже пролили на 8 миллионов, в этот же день началась движуха, которая затянулась там где-то на часов 6. С 8 миллионов, короче, он начал очень жирно пушиться. В итоге он долетел до 70 миллионов. И у нас была такая позиция, что при капитализации 70 миллионов у нас было четко там 2 плюс миллиона нереализованной прибыли. Но даже если мы бы четко бы там ударили по стакану, либо бы правильно распродались, то не было бы даже, наверное, миллион PNL, потому что типа мы бы очень сильно бы били бы по стакану, а там очень сильно были такие распродажи, которые на коротком таймфрейме очень сильно этот график раскачивало. Поэтому это так произошло, что за 2 дня четко я мог разглядеть эту возможность. Мы еще чуть-чуть донабрали позицию, тем самым сместили среднюю точку входа. Мы не зафиксировали по 70 миллионов большую часть позиций, потому что так случилось, что мы начали распродаваться чуть-чуть другим образом. И главный факт. В сентябре, октябре и ноябре, то есть буквально там спустя 4, в общем, где-то месяца или сколько, этот токен Jelly Jelly был по 650 миллионов. Поэтому вот дальше уже считайте сами. При капе 70 у нас 2 миллиона нереализованной прибыли. Если бы мы оставили большую часть supply, соответственно, был бы очень крутой кейс. И эта штука вот прям вот тут до сих пор не дает мне, не дает, забыть вот это, потому что я хотел оставить около там 0,5, даже до 1% всего запаса токенов для того, чтобы мы дальше протянули, скажем, наш вот этот мунбэк, протянули дальше часть позиции, потому что было очень сильные такие аргументы с точки зрения сильной команды. Я даже 2 видео на YouTube записал, что это, в принципе, убийца соцсетей. А тогда еще был такой момент по поводу ТикТока, что в американском ТикТоке в США его запретили, и вроде бы до сих пор его еще не выкупили, либо выкупили, но там, в общем, вот спустя какой-то длинный период времени, целый год, только, скажем, начали приходить к тому, что что-то с ТикТоком будут делать. И это приложение запустили очень сильные чуваки. Ну и, это был очень сильный, аргумент в плане очень сильной разработки. Solana поддерживала очень много раз. Фьючи, плюс тут есть у нас маркетмейкер Wintermute, а мы знаем, что Wintermute, они в принципе круто могут заниматься маркетмейкингом в таких токенах, и они очень круто потом его могут накачивать. И главное, чтобы в этом, скажем, открытом интересе ты попался в тот самый момент, когда у тебя просто будет открыта лонговая позиция, или ты вовремя купил токены. В общем, полную часть supply 0,5-1% мы также не оставили, потому что у инвестора были, в общем, свои задачи определенные. Он там был по-своему занят, ему нужна была, в общем, ликвидность. Этот трейд мы полностью хорошо реализовали. Деньги никуда не попали, мы четко хорошо зафиксировали прибыль. Вот эта вот штука, что я мог сделать больше ляма PNL, даже больше, даже может 2 миллиона долларов незафиксированной прибыли, оно вот тут у меня и вот тут вот до сих пор живет, потому что, в принципе, это был бы один из самых таких сильных кейсов в плане, скажем, в топ СНГ. Мы бы точно были бы с таким кейсом в топом, по СНГ, и мы бы, наверное, даже попали в топ-100, в топ-200, 300, может, топ-500, по очень сильным, скажем, трейдовым позициям по мемам. Потому что, в принципе, если взять топ-трейдеров в СНГ, тех, кто торгует мемы, их можно на пальцах одной руки посчитать. И поэтому это был бы самый жесткий прям вот такой кейс,
с реализацией прибыли, с холдом позиций, потому что моя технология торговли мемов связывалась на том, что мы торговали, в принципе, все мемы. Мы торговали и новые пары, и старые пары, и просматривали токены, которые уже живут, и даже брали фьючерсные позиции в мемах. И вот как раз вот Jerry Jelly был вот таким примером, куда надо было прям очень сильно вовлечься, влететь. Мы тянули позицию нашу больше месяца. В итоге мы зафиксировали этот кошелек, ну то есть я поуправлял $700 000, и мне удалось закрыть этот кошелек в плюс $220 000 профита. Ну, в общем, если честно, я считаю это тупо самым сильным кейсом в СНГ пространстве по поводу управления $700 000 инвесторских, потому что я не знаю кейсов, где ребята, мемкоин трейдеры брали, управляли инвесторскими деньгами, торгуя мемы и делая, в общем, такие результаты. Но мой заголовок в этом видео начинался с того, что управлял $700 000 инвесторских и к чему это привело меня. Давайте скажу кратко. Во-первых, я до сих пор эмоционально по-своему там физически восстанавливаюсь, потому что ты когда держишь такую позицию, ну ты проживаешь различного рода, скажем, различного рода моменты в жизни, да, то есть мы не ставили никаких стопов, потому что, ну мы так решили сделать, то есть это, скажем, было такое инвесторское индивидуальное решение, мы решили так сделать, и у нас 2 раза позиция была по минус там 80, почти по минус 90. Ну и, собственно, на тот сайз размер позиции, на который мы заходили, это было очень жестко ощутимо. Но мы как-то с этим справились, потому что был определенный какой-то, знаете, conviction. Вот, но с другой точки зрения, то, что этот токен был 650 лямов, я до сих пор вот это в себе держал. Это жестко, например. Ты даже если бы купил его там на пару тысяч долларов, просто бы дотянул бы, да даже какую-то часть Мунбега, это бы просто было бы самым классным, условно, ну там, твоим каким-то жизненным кейсом. Поэтому я бы тут хотел сказать такой момент, что, ну то есть ментально эта штука до сих пор где-то во мне разжиряет фома, потому что позиция была круто набрана, были сильные аргументы, никто не знал, что так будет, да, то есть можно сюда заложить какой-то процент удачи, там еще чего-то, но так вот случилось, что мы могли дотянуть, у нас была эта возможность. 0,5%, там, да, короче, мы могли дотянуть, даже если в позиции оставалось бы около там, $200 000. Ну, из 200, соответственно, ну, вы поняли, с 200 стало бы 500, там, условно, стало бы, возможно, $600 000, да, там, если все собрать вместе, то это очень лютый PNL, поэтому вот эта вот штука, то, что хотел, ну, то, о чем я хотел поговорить, потому что после этого у меня начался такой эмоциональный спад, я в октябре получил также пизду от пролива. Это эмоционально меня начало, скажем, где-то внутри разрушать. Я, в общем, все начал тянуть полностью на себе. Я и так, наверное, все на себе тянул. Там развитие комьюнити, ну там типа контент, запись видеоурока, потому что было новое обучение на 100 плюс уроков. Торговать мемы, мониторить вот это все дело, подсказывать людям. Я вел менторские программы, я вел личные программы. Я провел там, скажем, 3 потока подряд по 2,5, по 3 месяца, где мы занимались в групповом менторстве. Это 30 созвонов в неделю. Это очень все вот так вот тебя, короче, ментально высасывает. И после, в общем, вот этого вот кейса я начал очень жестко себя не уважать. Я очень стал себя, в общем, плохо физически и психологически чувствовать. Еще это в октябре случилось, плюс еще, скажем, земля ему пухом в кости кудо. Я тоже на себе это почувствовал, потому что как-то где-то я равнялся на это. Я хотел быть на его, ну, то есть, типа, быть таким же трейдером, как он. И это начало меня психологически сильно раскачивать. И, типа, после этого, когда, вот, скажем, мы сделали хороший кейс, я просто психологически думал, что в принципе, ну, то есть я смогу в таком же темпе дальше продолжать. Ну и в общем все, короче, эта вся штука потащилась снежным комом, типа все мое состояние начало просто уходить в минус, я не хотел ни торговать, у меня было полное выгорание, я не хотел даже смотреть на торговые позиции, я не хотел вообще смотреть на график. Никуда, в общем, я не хотел смотреть, потому что я слишком много отдавался. То есть я мог провести, типа, у графика, у монитора очень большое количество времени, при этом всем, ну, там, не делать свои какие-то, скажем, тренировки, которые вот дают мне там энергию, ментально там условно не отдыхал. А еще когда я вел вот эти вот групповые такие, ну, групповое менторство, я тоже хотел, чтобы у большого количества людей получилось. Я хотел, чтобы у большого количества людей получалось даже в нашем закрытом сообществе. Вот эта вот вся штука начала меня прям заносить очень сильно
типа в минусовое состояние. Это минусовое состояние прям меня вот так вот типа заело, и это начало, это начало приводить к тому, что начали вылазить различного рода психологические штуки. Моя ценность, это не просто я есть, а типа мой навык знания. То есть я типа начал все приравнивать к тому, что я должен быть ценен, из этого меня будут люди там условно уважать, скажем, уважать, любить там, ну, короче, уважать в общем, а не просто вот потому, что я вот такой вот есть человек. То есть, типа, если бы у меня не было бы знаний, то я нахер никому не нужен. Я начал прям, типа, как будто вот быть таким, знаете, как помогатором. То есть, всем помогу, а себе нихуя не помогу. Я морально очень начал истощаться. Я был подавлен. И после управления $700 000 мне до сих пор сложно работать с суммами гораздо менее. То есть, вот это вот один из важных инсайтов. Что когда ты вот работаешь с такими суммами, ну, ты, типа, знаете, как это, типа, твоя дофаминовая система, вот эта вся выдержка, риски, аппетит, я не знаю, как это еще назвать, они растут, и ты тем самым, ну, думаешь, что ты сможешь очень классно себя проявлять дальше, типа, эти деньги никуда не денутся, и теперь мне очень сложно работать с суммами меньше, ну, то есть мне теперь сложно торговать на свои деньги, мне теперь сложно закладывать какой-то риск, мне теперь сложно получать прибыль гораздо меньше, да, и я стал очень часто думать про любые жизненные ресурсы, типа от денег, там, короче, до энергии и всякого такого, то, что вы можете себе представить под словом ресурсы. И, короче, я начал как будто самого себя внутри полностью сжигать, выжигать, и это начало приводить меня, ну, полностью, к жесткому саморазрушению во всех моих торговых позициях. Вся фишка в том, что я даже когда вел свое закрытое сообщество, то я пытался делать так, чтобы у каждого, скажем, у каждого получалось. Я очень благодарен там ребятам, кто также проявлял свою активность, отвечал на вопросы. Там Апостол, Юрчик и другие ребята, кто проявлял высокую прям активность. Но все было таким образом, что вот когда, например, даже какой-то токен там проект вот давал, там шилил, давал аргументы, мне хотелось, чтобы большинство его купило, чтобы у большинства типа получилась какая-то прибыль, я типа пушил людей, ну то есть отдавал и все в одну сторону. Понятное дело, типа, что это классно, это прикольно, но это в какой-то период времени, когда вот ты просто делаешь все в одну сторону, то тебе либо проще как сделать, либо вообще не делиться этим, либо делиться типа для того круга лиц, кто потом тебя там поблагодарит хотя бы сообщением, либо просто типа делать и не ожидать ничего, и как-то еще, скажем, получать заряд еще от каких-то других там ресурсов, чтобы вот, знаете как, ты отдаешь, оно приходит, отдаешь, приходит, а я отдавал, и ни хера, блядь, не приходило. И все это привело меня в точку, когда деньги начали только уходить, утекать, а позиции просто условно не выдерживались, и деньги стали приходить слабо. Расходы расти, ментально я терял контроль и просто скатывался в галимое ебучее состояние. То есть, во-первых, я понял, что нет убыточных позиций, есть правильные и неправильные позиции, потому что убыточная позиция, это типа мы так ее интерпретируем. И нужно типа в торговле условно к деньгам относиться совсем по-другому. Возможно, не так, как в реальной жизни, но в торговле нужно чуть-чуть по-другому относиться к вот этим всем ресурсам, которые ты получаешь. Наверное, если бы я проявлялся бы в мире сильнее, вот как сейчас на этом видео, просто бы вот проявлялся, любой контент, рилсы, простые YouTube-видео, делал бы это все чаще, то я думаю, что я бы чувствовал бы себя лучше. Все это типа определенный ресурс, который тебя к чему-то может привести. Возможно, бы было еще какой-то инвестор бы нашелся, либо там еще какой-то момент в жизни бы пришел, да, там, что он бы мог меня там поддерживать, поддержал, мы бы делали классные результаты, кейсы, то есть я не рассказывал про свои кейсы в видео, я не записывал кейсы на YouTube ролики, я не рассказывал, как меня, типа, мои кенты называли ебучим инфо-цыганом, а я этим кентам зарабатывал деньги, да, там даже есть классные кейсы, да, когда я товарищу помог заработать на токене, даже нескольким, а в спину меня называли тупо голимым пидорасом и так далее, которые условно ничего, блядь, не умеет. И поэтому, типа, я бы мог вот это все рассказывать, проявлять бы определенную агрессию. Вот это, наверное, то, что не хватало вот действительно мне. Хотя, по мне, можно не сказать, что мне агрессии не хватает, но есть такой момент. То есть я типа, это схавал, я просто промолчал. А создание контента в какой-то период времени для меня казалось, типа, таким достаточно сложным моментом, да, то есть такой простой там контент, который создается быстро, генерируется, то легко. А если там записать какое-то полноценное видео, это, сами знаете, не всегда даже ментально, психологически, ты это делаешь. То есть можно выполнять различного рода торговые позиции, стримы, все такие моменты, типа по кайфу. Ты сказал часик, значит часик, а не 2. Потому что все созвоны в закрытом сообществе я постоянно вел. Я пропустил только там, пару созвонов
условно, даже в моем продукте закрытого сообщества по мемам было всего 2 возврата. Первый возврат там был, вроде бы парень просто пришел и запросил средства спустя месяц. Мы ему не смогли их вернуть, потому что 14 дней правила. А второй сразу зашел и сразу вышел, потому что ему понадобились куда-то средства. Он даже не успел и торговые позиции взять. То есть, блядь, 99% людей, которые заходили в закрытое сообщество, получали результаты. Присутствовали в нем, никто не просил возврата. То есть, вот насколько, типа, был сильный продукт и насколько вот сильно мы отдавались. Об этом вам, никто не скажет. Никто меня за спиной не обзывал, какой я, типа, галимый чувак, что я там засаживаю какие-то токены, блядь, и потом высаживаю, а вы остаетесь в минусах. Такого вообще никогда не было. Ни одного дня. И, скажем, я до сих пор ментально восстанавливаюсь после всех вот этих, наверное, моментов, которые в жизни произошли. Я полностью приостановил все свои личные менторские работы. Групповое типа менторства я полностью приостановил, потому что, во-первых, я выдохся, очень сильно выдохся. И когда люди заходили на вот эти вот, скажем, премиальные мои такие программы, я хотел, чтобы люди вкладывались, у них получалось, они брали мои торговые позиции, которые мы разбирали в созвонах иногда по 3 часа, находили кучу идей, расписывали все, общались, а получалось так, что большинство в итоге не всегда брали эти, скажем, торговые, трейды, и это все приводило в какой-то, скажем, меня тоже приводило это все в минусовое состояние. Я перестал вести созвоны в закрытом сообществе, я перестал колить очень часто в закрытом сообществе. То есть я сейчас даю некоторые такие навесы, там токены, свой какой-то вижен, но это типа темп условно меньше. Я хочу совсем по-другому теперь получать вот эти все результаты, скажем, в жизни, в трейдинге, в мемах и во всем остальном, чтобы это приносило удовольствие, чтобы это приносило результаты, чтобы это не была какая-то пиздячка полноценная, потому что ментально графики очень много забирают времени, внимания и любых других таких, скажем, ресурсов. Я бы, наверное, еще хотел бы поработать с каким-то групповым, например, менторством, либо даже в личном менторстве. Возможно, я бы хотел бы поуправлять бы какими-то инвесторскими деньгами, но это все хочется, чтобы это, знаете, как произошло. Вот как вот этот человек на меня вышел, то есть как-то это можно по-разному обсуждать, чтобы это вот было типа в таком, скажем, в таком вот контексте, а не так, что типа я очень сильно кого-то ищу, и потом еще, блядь, в итоге попадусь на неадекватных людей, потому что была похожая ситуация. Скажу, на каком кошельке вот мы управляли $700 тысяч инвесторских. И знаете, что еще самое забавное во всей этой истории? И меня за этот кейс как бы хотели вызвать на встречу для того, чтобы просто потом въебать на деньги. Пришлось, пересмотреть полностью круг общения. Пришлось перестать с большинством, скажем, товарищей, знакомых просто общаться. 2 раза меня пытались вызвать на встречу. Первый раз как будто мы там поговорили, договорились, в принципе, что мы встретимся. Я уже ехал на встречу, в итоге встреча не произошла. Мне с фейкового аккаунта начали писать, типа, мол, там не едь домой. Были такие предположения, потому что, скажем, этот человек, либо люди, которые там были связаны между собой, возможно, знали, что встреча состоялась, но ее не произошло. Приходится пересматривать некоторые факторы, о которых я раньше не думал. Возможно, это больше была такая психологическая какая-то штука, что я боялся что-то потерять, но в итоге потерял. Поэтому следите за то, как вы думаете, какие решения принимаете, следите за кругом друзей, и это будет таким очень важным фактором на самом-то деле для вас. Just getting started, it's a part of the game. Building anticipation, getting close to the end.